Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на тему эмоция и аромамасла. Как это связано с китайской метафизикой, с китайской традиционной медициной. И давайте начну, наверное, с эмоций, потом постепенно опишу, какая эмоция, с каким аромамаслом, с каким запахом ассоциируется. Так что смотрите до конца. Дам вам, естественно, рекомендации, как можно с эмоцией справляться с помощью аромамасел. Так что давайте начнем. Хочу изначально проговорить тот факт, что нейрофизиология и то, как работает наш с вами мозг, напрямую связано с тем, как мы с вами живем, какие решения принимаем в тех или иных ситуациях. И перво-наперво, как реагирует наш мозг, он реагирует на эмоцию. То есть мы с вами, оказываясь в какой-то ситуации, неважно в какой сфере, реагируем сначала эмоционально. И только потом уже включается кортекс, то есть логика для обдумывания, либо, скажем так, принятия более правильного решения, чем на эмоциях. Так устроен мозг, и от этого никуда не денешься. Это мы с вами, и вот как раз-таки, зная это, мы можем немножко регулировать и управлять своими, скажем так, решениями, то есть в свободной своей воле, да, мы принимаем решение не на эмоциях, а на логическом рассуждении, то есть после того, как пережили бурю этих эмоций. Почему сразу же советую в любой ситуации непонятной, неважно, она радостная или она печальная, не принимать решения в торопях, в спешке, на эмоциях, а чуть-чуть дать себе время подумать, а тому, кому нужно время не только чуть-чуть, а побольше 2-3 дня, даем себе это время и только потом принимаем решение. Заметьте, как в радостных ситуациях, да, на хороших радостных эмоциях, так и на печальных, либо каких-то других стрессовых ситуациях. Так вот, к чему я веду. Теперь мы понимаем, да, что мы с вами реагируем, создан так человек, что он реагирует сначала эмоционально. И вот здесь хочу вам рассказать об эмоциях согласно кругу порождения энергии в китайской метафизике. Помните, да, кто меня давно смотрит, что их 5 энергий, которые порождают друг друга. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. Соответственно, эти 5 энергий заложены в нас в какой-то степени. Одна из больше, а другая меньше. Эти энергии также несут в себе эмоцию, то есть ту первоочередную реакцию, которую мы с вами выдаем в любой абсолютно ситуации. И эта эмоция и энергия, да, улавливаете, она нас сопровождает всю свою жизнь, она встроена в нас. Не путаем, да, не ежесекундные какие-то вспыхи радости там, или негатива. Естественно, это у нас тоже все есть. Я говорю про превалирующую, то есть ту в большей степени, в которой нас заложено. Итак, если мы говорим про энергию дерева, то эмоция гнева либо раздражения – это первая эмоция, которая у нас может возникать на разные ситуации. Энергия и эмоция огня – это радость и ярость. Эмоция земли – это по большей части раздумья, то есть, да, понимаете, происходит ситуация, человек сразу погружается в раздумья, он начинает переваривать, у него там в голове идет процесс думания, и иногда надумывания.
Следующая эмоция – металл. Энергия металла дает эмоцию печали. То есть такие люди более склонны к драматичности. И эмоция воды – это в основном тревожность, страх. Запомнили? Теперь вот нужно сейчас вам применить опять это на себя, подумать, проанализировать, какую чаще всего эмоцию из этих 5, которые я назвала, вы выдаете. Конечно, существует в китайской традиционной медицине множество разных коррекций, как можно нам эту эмоцию погасить, убрать, проконтролировать. И сегодня, так как у нас речь с вами идет об аромамаслах, я хочу подключить именно эту систему. Почему? Потому что проверено на себе, она работает. Смотрите как. Я сейчас повешу вам, вот сюда закреплю, таблицу, в которой вы найдете, какая эмоция к какому маслу относится. Потому что точно так же эти 5 элементов, которые я назвала 5 энергий, имеют свой вкус и запах. Вот смотрите, дерево – это кислый запах, огонь – горький, земля – сладковатый, пряный, металл – острый и вода солоновато-прохладный. Соответственно, вот этим запахом и будет сопоставляться ароматическое масло. Смотрите, как это работает. Вот та энергия, то есть та эмоция, которая у нас с вами уже заложена, естественно, она есть. И в большинстве случаев бывает так, что она, когда происходит ситуация, она перекрывает все другое, ну, например, страх либо тревожность, если мы говорим про энергию воды. Случается ситуация, и она начинает вас тревожить настолько, что вам становится не по себе. Тогда мы здесь подключаем другую энергию, чтобы сбалансировать эту воду. А вот эту тревожность и страх как раз-таки могут, скажем так, не перекрыть, а привести в баланс. Это энергия Земли. А у энергии Земли, как я уже сказала, запах, ну или вкус, он сладковатый, пряный. Поэтому в ситуации, когда вам тревожно либо страшно, мы используем аромамасла сладковатого, пряного вкуса, запаха. Понятно? Я также сейчас вам здесь повешу табличку, в которой дам направление, какое масло, какой аромат подходит для того, чтобы сбалансировать, скорректировать ту энергию, которая в вас преобладает в большей степени. Ну что, надеюсь, была сегодня вам полезна. И пробуйте, в комментариях делитесь, как у вас это получается.